И вот, по мнению еврейских теоретиков, революция должна была решить еврейский вопрос, предоставить евреям равные права с русскими и тем самым создать условия для их полной ассимиляции с русским коренным населением, что и произошло. И это вам, русские, за то, что вы предали сами себя. Вашу жертву не оценили, ее растоптали и никогда не оценят. У Израиля остается много претензий к породившему его СССР. Некоторые из них озвучены в интернет-издании Forbes Life от 5 мая 2023 года. Статья Forbes Life называется «Советские граждане, а не евреями. Почему в СССР практически не говорили о Холокосте». Автор Сергей Филимонов. Так вот, о чем говорит и рассказывает статья Forbes Life. К моменту нападения на СССР в Германии уже более 5 лет действовали так называемые Нюрнбергские расовые законы. Евреев со всех оккупированных Германией и ее союзниками территорий изолировали в гетто, а до Ванзейской конференции, на которой будет озвучено решение об окончательном решении еврейского вопроса, оставалось чуть меньше года. В Париже в зале памяти жертв Холокоста прошла международная мемориальная конференция, приуроченная к 80-летию Ванзейской конференции, по итогам которой поставлено на поток истребление еврейского населения Европы. Я рад приветствовать вас в этом зале для того, чтобы отметить этот особенный исторический момент. 20 января 1942 года состоялась первая Ванзейская конференция, совещание представителей правительства и руководителей нацистской партии Германии в берлинском районе Ванзе на вилле Марлио по поводу полного уничтожения евреев в Европе. После этого начались жестокие убийства евреев на востоке Европы. Согласно последней предвоенной переписи населения СССР 1939 года, к достоверности которой у экспертов возникают вопросы, численность еврейского населения составляла более 3 миллионов человек, в том числе в последующем оккупированных войсками противника Украине и Белоруссии более 1,5 миллиона и около 375 тысяч. При этом непосредственно перед самым началом Великой Отечественной войны число находившихся на территории СССР евреев выросло еще больше. С одной стороны, Москва присоединила территории Восточной Польши, а также Бессарабию и страны Балтики, из-за чего в новых границах Союза оказалось дополнительно 1,6 миллионов евреев. С другой, спасаясь от преследований нацистов, евреи бежали из захваченных войной Европы в Советский Союз. То есть антисемитский СССР, так считает и пишет Израиль, принимал всех евреев Европы у себя. Так же, как в XII-XIV веках Польша стала убежищем для 80% евреев всего мира, изгнанных из всей Европы. Да. К июню 1941 года на территории Советского Союза, пишет Forbes Life, проживало порядка 4,8 миллионов евреев, большинство из них как раз на территориях, в которые вторглись войска стран оси. Как нет точности с информацией о количестве евреев в СССР накануне войны, так нет ее и со статистикой об их
эвакуации вглубь страны. С одной стороны, распространено мнение, что советское правительство, будучи хорошо осведомленным в уничтожении еврейского населения на оккупированных противником участках, пишет Forbes Life, во-первых, не сделало достаточно, чтобы предупредить людей о грядущей опасности, постоянные претензии, и, во-вторых, не произвело должной эвакуации. С другой, пишет Forbes Life, есть данные, свидетельствующие о том, что евреи были на втором месте после русских по числу эвакуированных из западных регионов страны. Как бы то ни было, по мнению доктора исторических наук профессора Марины Потемкиной, ссылающейся на подсчеты историка Семена Швейбиша, из 4 миллионов евреев, находящихся на территориях, которые впоследствии оккупируют нацисты, в советский тыл попадают от 1,2 до 1,4 миллионов евреев. Многие из тех, кто не смог или не захотел уехать, окажутся в созданных нацистами на территориях Союза гетто. Крупнейшие из них будут созданы во Львове и Минске. Других нацисты даже не будут отправлять в концентрационные лагеря, а расстреливают на местах, как, например, в Бабьем Яру в окрестностях Киева, где в 29-30 сентября 1941 года были уничтожены 33 771 еврей, как указано в немецких отчетах. Всего же здесь было убито 200 тысяч человек, и советские военнопленные, и представители разных национальностей, и гражданские, нарушившие требования гитлеровской администрации. Но точных оценок никто не знает, пишет Forbes Life. То есть представителей других национальностей было убито в Бабьем Яру практически в 6 раз больше, если говорить о цифре 200 тысяч. И 166 229 из них – это не евреи. Но еврейская-то боль получается больнее других. Видимо, ценность других жизней не столь значима в их глазах. Знаете, вот читаешь вот такие вещи, а я считаю, что эту статью нужно обязательно прочитать, потому что, надо же понимать, в чем претензии-то. Претензии Холокоста к советским гражданам. Всего же в годы войны на территории Советского Союза, по некоторым подсчетам, могло быть убито порядка 2,6 миллионов евреев. Далее в статье автор Сергей Филимонов сообщает, что 7 октября 1946 года Управление кадров ЦК ВКПБ отправляет в секретариат ЦК записку о советской и еврейской литературе, в которой книги и публикации ряда советских авторов обвиняются в содержании националистических и религиозно-мистических тенденций. В ноябре 1946 года Михаил Суслов, в тот момент заведующий внешнеполитическим отделом ЦК КПСС, пишет докладную записку руководителям страны о еврейском антифашистском комитете, в котором подчеркивает, что деятельность еврейского антифашистского комитета приобретает все более сионистско-националистический характер и потому является политически вредной и нетерпимой. Поэтому отдел внешней политики ЦК ВКПБ считает дальнейшее существование еврейского антифашистского комитета в СССР нецелесообразным и политически вредным и просит его ликвидировать. Тогда же в стране начинается публичная кампания против космополитизма, прозападных настроений среди интеллигенции, которая все больше включает антисемитский компонент. Чуть позже ликвидирует и сам еврейский антисемитский комитет. Его лидеров отправят под суд и будут обвинять в связях с еврейскими националистическими организациями Америки. А разве это было не так? Они уже готовили новый план, ведь выбрал своего партнера, выбрал своего союзника Америку.
а новый план подрывал основы созданного СССР. Об этом, кстати, очень наглядно показывает история и деятельность небезызвестного израильского генерала Якова Кедми, Яшки Казакова. Об этом мы расскажем уже в следующем ролике. По мнению автора статьи, опубликованного в Forbes Life, в СССР был государственный антисемитизм. В 1947 году начальник управления агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Георгий Александров готовит записку секретарю ЦК ВКПБ Андрею Жданову, где говорится о нецелесообразности создания памятника в Бабьем Яре, и принимается решение затопить территорию отходами с кирпичного завода. С тех пор, хотя памятник в Бабьем Яре в трагедии Холокоста неоднократно об этом лоббируется, ставится вопрос о его создании. С тех пор говорится только о массовом истреблении мирных жителей без указания их национальной принадлежности. Холокоста как явления в публичном дискурсе нет. Эмил Паен пишет, что первые признаки антисемитизма в руководстве СССР начали проявляться в 1939 году, когда Москва взяла курс на сближение с Берлином. Тогда нарком иностранных дел Максим Литвинов, урожденный мейер в Валах, был снят с поста, а в дипломатическом ведомстве начались увольнения по этническому признаку. Великая Отечественная война затормозила эту практику, но с окончанием войны и охлаждением отношений с бывшими союзниками спираль антисемитизма начала раскручиваться вновь. Кроме того, после Второй мировой войны создается независимое еврейское государство Израиль, которое первым признает именно СССР с надеждой, что новая страна будет проводить в жизнь социалистический путь развития и станет союзником Кремля на Ближнем Востоке. Однако Тель-Авив выбрал ориентацию на США, что еще больше укрепило советских руководителей в мысли о связях евреев с капиталистическими державами. Думаю, больше укрепила мысль о потенциальном предательстве и понимании, что создание государства с равными условиями для всех граждан вне зависимости от национальности иудеям недостаточно. У них другие цели и задачи. Последним актом преследования советских евреев времен Сталина стало так называемое дело врачей-отравителей, пишет все тот же Forbes Life, которое развалилось сразу же после смерти лидера страны, однако государственный антисемитизм сохранился и дальше, пишет автор статьи. Например, как отмечает в своей статье Валерия Малик из Высшей школы экономики, широко известный случай дискриминации при поступлении в университеты при занятии определенных должностей, не говоря уже о ситуациях с бытовым антисемитизмом. Вот что понимается под бытовым антисемитизмом. Далее автор статьи, пишет, что в Советском Союзе долгие годы существовал бытовой антисемитизм, который усилился во время дела врачей, а во второй половине 1950 года и особенно в конце 1960-х годов после шестидневной войны перешел в том числе в форму антисемитизма. Это было связано с тем, что в военных конфликтах на Ближнем Востоке Советский Союз был на стороне арабских государств. Но вот когда читаешь эти строки, то понимаешь, что антисемитизм – это какая-то паранойя. То есть по принципу «кто не с нами, тот против нас». Да? А на чьей стороне вообще нужно было быть СССР, если Советский Союз первым признала Израиль с надеждой, что новая страна будет проводить в жизнь социалистический путь развития и станет союзником Кремля, да, на Ближнем Востоке, а Тель-Авив передал Советский Союз и выбрал союзничество США. Ну и что нужно было потом сделать по логике Израиля? Надо было пережить новое предательство, да? Так не поэтому ли в Советском Союзе была так называемая дискриминация
на занятие определенных государственных должностей, куда не пускали иудеев, советских евреев, потому что понимали, что вся эта история рано или поздно приведет к тому печальному последствию с окончанием Советского Союза и окончанием ее развала, к которому она и привела. Так вот, дальше Forbes Live пишет. О национальности сионистских активистов регулярно напоминала государственная пропаганда. Евреи часто представали в общественном мнении как люди, лишенные патриотизма и не заботящиеся о родной стране. Их интерес и желание узнать больше о государстве Израиль как об исторической родине подвергались критике, а сионистские активисты арестовывались за антисоветскую агитацию. Ну, в общем-то, опять-таки, история Якова Кедми нам же об этом и говорит. Ну, если не единожды предавший, кого спасали ценой многомиллионных жизней людей, предал, что можно ждать от предателя? Это уже мои мысли вслух, у которого только свой шкурный интерес. Советский Союз мог договориться с Берлином по еврейскому вопросу, и, думаю, не было бы таких катастрофических последствий для русского народа, для народа нашей страны многонациональной. Но кто оценил эту многонациональную жертву во имя жизни еврейского народа? Между прочим, очень много воевали из Татарстана люди, из Башкирии, ну то есть других национальностей. На территории страны в годы оккупации было убито более 2,5 миллионов евреев. В этой статье приводится такая цифра. Но я хочу сказать, что согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во время Великой Отечественной войны составлял 41 миллион 979 тысяч человек, а не 2,5 миллионов евреев. Ну, видимо, эгоцентризм богоизбранных так зашкаливает, что они даже не осознают этого неудобного по отношению к другим нациям момента. В 1961 году во время оттепели, возвращаемся опять к статье, в литературной газете было опубликовано стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Однако главного редактора, пишет автор статьи Валерия Косолапова, в итоге за это уволили. Что же это за стихотворение такое Евтушенко «Бабий Яр»? Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется сейчас, я иудей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус – это я. Мещанство мой доносчик и судья. Я за решеткой, я попал в кольцо затравленный, оплеванный, оболганный. И дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо. Мне кажется, я мальчик в Белостоке, кровь льется, растекаясь пополам, бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я сапогом отброшенный бессилен, напрасно я погромщиков молю под гогот: бей жидов, спасай Россию, насилует лобазник мать мою. О, русский мой народ, я знаю, ты по сущности интернационален, но часто те, чьи руки нечисты, твоим чистейшим именем брецали. Я знаю доброту твоей земли, как подло, что и жилочкой не дрогнув, антисемиты пышно нарекли себя союзом русского народа. Над Бабьим Яром шелест диких трав, деревья смотрят грозно по-судейски. Мне молча здесь кричат, и шапку сняв, я чувствую, как медленно сидею. И сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребенных. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в моей крови, но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский. 1961 год, сколько слез, что сам запутался. Вот какую реакцию могло вызвать у русских на тот момент такое стихотворение? Отгадайте с 3 раз. Мне не хочется его просто комментировать, да, но возникает много вопросов. А кто споил Россию? Если даже есть документы исследования Тель-Авивского университета, что евреи ассоциируются на Украине, значит, с трактирщиками, кто продавал в трактирах водку, и это известный факт, кто заводил трактиры на Украине, кто вверг русских в пламя революции. Не называть его фамилии, мы внизу пониже их назовем. А в Бабьем Яру и в других местах другие национальности не погибали. Из-за кого досталась и легла на плечи вся трагедия Великой Отечественной войны? Может, надо было объединиться с нацистской Германией тогда русским, и не было бы сейчас ни Израиля, ни крокодиловых слез о Холокосте еврейского народа. Я не знаю, когда определенная публика читает вот это вот, почему только их-то боль-то такая больная, а боль остальных их совершенно не интересует, не касается. И это вам, русские, за то, что вы предали сами себя. Вашу жертву не оценили, ее растоптали и никогда не оценят. По словам Светланы Амосовой, лишь в 1970 годах в ряде мест, где произошли массовые расстрелы евреев, это указывается уже в статье, были установлены памятники. Однако там не упоминалось о евреях. Так, на памятнике, открытом в Бабьем Яру в Киеве 1976 года, было написано «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам советской армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яре». Ну, мне кажется, с точки зрения государственной политики это вполне логично, да, никого не выделять. А на мемориале в Змеиной Балке, более того, никого не выделять, понимая, кто больше пострадал во всей этой истории. И морально, и, так сказать, с точки зрения физических потерь. А на мемориале в Змеевской Балке, место массового расстрела евреев Ростова-на-Дону, открытым в 1975 году, было лишь указано жертвам фашизма. Это очень оскорбляло евреев и, собственно говоря, не удовлетворяло. Надо было написать, что именно евреев, а не кого-то. Так вот, сегодня, пишет автор статьи, память о Холокосте, открыто говорить о Холокосте и указывать еврейское происхождение погибших от зверств нацистов стали только в период перестройки. В течение последних 15-20 лет реализуется большое количество проектов установки памятников в местах массовых расстрелов евреев, заменяются таблички на старых памятниках, на новые, где всегда есть указание, что здесь погибли именно евреи. Осуществляется несколько исследовательских проектов, где собираются, систематизируются архивные материалы, свидетельства. Выходит различная научно-популярная литература о трагедии Холокоста. Однако иногда происходят, правда, скандалы с памятниками жертв нацистских преступлений. Вот в 2004-2011 году на памятнике жертвам преступлений в Змеевской Балке, это захоронение жертв Холокоста, находящееся под Ростовом-на-Дону, была размещена памятная табличка, что здесь в августе 1942 года были уничтожены нацистами 27 тысяч евреев. Это самый крупный в России мемориал Холокоста. Однако мэрия решила заменить ее на следующую. Здесь, в Змеевской Балке,
В августе 1942 года гитлеровскими оккупантами были уничтожены 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Среди убитых представители многих национальностей. Это, конечно, вызвало негодование еврейского сообщества. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, день, когда советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим или Аушвиц. День памяти был учрежден в 2005 году, а инициаторами его создания в ООН выступили Россия, Израиль, Канада, Австралия, США. При этом СССР обвиняют в антисемитизме, друзья. Даже сегодня есть те, кто стремится нас уничтожить. Весь мир обязан бороться с антисемитизмом, находясь в состоянии враждебности. На католиках лежит большая ответственность решительно бороться с антисемитизмом. Наш стыд и горе за католиков имеет давнюю 2000-летнюю традицию борьбы с антисемитизмом. Ведущий церемонии раввин Моше Левин выразил благодарность всем, кто оказал содействие в организации этого мероприятия, в том числе вице-президенту Российско-еврейского конгресса, президенту Фонда горских евреев Стемеге Герману Захарьяеву, инициировавшему в 2014 году включение в еврейский календарь Дня спасения и освобождения 26 ияра, еврейского Дня Победы. Привитие общечеловеческих гуманистических ценностей в сочетании с изучением уроков Холокоста и Второй мировой войны в целом – вот лучшее средство против рецидивов неонацизма и других злодейских идеологий. Мы стремимся действовать в этом направлении в России и странах бывшего СССР. Для этого мы учредили День спасения и освобождения 26 ияра, ведем активную просветительскую работу и деятельность по мемориализации памяти о Великой Отечественной войне и катастрофе еврейского народа. В этом же направлении действуют сегодня и наши западноевропейские единомышленники. Убежден, что совместными усилиями мы не дадим прошлому повториться. Ванзейская конференция считается точкой отсчета Холокоста, начала массового истребления еврейского населения Европы. На совещании 20 января 1942 года, организованное для обсуждения конкретных вопросов и подчинения непосредственно Рейхарду Гейдриху, были приглашены представители всех ведомств, от Министерства иностранных дел до Министерства транспорта Третьего рейха, которые впоследствии координировали депортацию и организацию массовых убийств. В 1942-1944 годах в лагерях смерти, помимо миллионов заключенных других национальностей, погибли 3 миллиона евреев. Но не простил Израиль Российской империи еще одну неизвестную для нас, русских людей, эпоху. Это эпоху великих реформ 1855-1881 годов. Мы об этом как-то поговорим подробнее. Не простил изменения отношения российского правительства к еврейскому образованию, которое стало рассматриваться как вредоносное для государства и коренного населения. Именно несостоявшиеся надежды на эпоху реформ в России породили идеи так называемой русской социал-демократии, выразителями которой стали руководители Совета рабочих депутатов в Петербурге во время революции 1905 года Александра Гельфонда Парвуса и Льва Троцкого. Они же создатели теории немедленного перехода от буржуазной к социалистической революции в России. Лев Троцкий придал этой концепции, предложенной впервые Розой Люксембург и Парвусом, форму, получившую известность под названием теории перманентной революции. Идею прямого перехода к социалистической революции у Троцкого впоследствии заимствовал Владимир Ленин в виде теории перерастания буржуазной революции в социалистическую. И вот, по мнению еврейских теоретиков, революция должна была решить еврейский вопрос, предоставить евреям равные права с русскими и тем самым создать условия для их полной ассимиляции с русским коренным населением, что и произошло.